Она любит тебя? Но кто же она? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. А знаете, а вы-то хорошенький, ох, хорошенький. Причем я сейчас говорю не обязательно о внешности. У кого-то, конечно, и внешность шикардосная. То есть среди вас, поскольку это общий расклад, да, вот у каждого есть вот что-то в вас красивое. Хотя, я вам скажу, вы в себе это не можете не принимать, можете комплексовать и не признавать. У кого-то внешность классная, у кого-то фигура, кто-то потрясающий любовник, да, вы вообще такие вот активные ребятушки, большинство вот, потому что у нас жезлы обычно показывают, да еще и туз жезлов у нас выпал, это очень активные люди. Вы можете быть огненного даже знака зодиака, кто-то проиграется, отзовитесь, кто у нас огненный. Вы страшный ревнивец. Вот если женщина моя, то значит моя, и не дай бог кто-то на нее взглянет. Давайте-ка сделаем еще опрос как раз на эту тему. Ребят, вот вы, как вы считаете, вы сильный ревнивец или же, ну так, спокойно относитесь? Ну, если любимая женщина, конечно же. Либо вы будете контролировать, там все проверять. Вот насколько вы ревнивы, как вы себя оцениваете? Но если любите, то любите, конечно. Причем вы человек, который, знаете, вот вы можете залюбить. И залюбить во всех смыслах слова. Вы можете залюбить и даже в том плане, что вы подумали, да, потому что когда вы любите, ну, здесь Бобик начинает до такой степени просыпаться, до такой степени начинает шалить чуть ли не круглосуточно, если это любимая женщина, да. Вы тогда не знаете устали, вы можете где-то наступать на свои какие-то, я не знаю, на свои желания, там, на свои хотелки какие-то, да, вот если вы любите, то все, вы готовы весь мир к ногам женщины. Кто-то из вас находится, ну, как бы в поиске сейчас именно жены. Ну, либо же как минимум женщины для серьезных отношений. Возможно, кто-то уже нашел, да, поскольку это общий расклад. Но я имею в виду, что вы не ищете романтика какого-то, да, вот именно на серьезные отношения вы настроены. Вы человек дела, вы не будете пустозвонить, вы не привыкли что-то обещать, а тем более, если это женщины касается, да вы скорее сквозь землю, наверное, провалитесь, чем пообещаете, а потом не сделаете. Ну, просто потому что это будет как-то не по-мужски. Вы просто сами себя не будете уважать, если вы вот пообещаете там помочь, может быть, женщине, что-то сделать, привести, отвезти, да, ну, а потом не сделаете, да. Это не про вас. И, в общем-то, за это вас и уважают и окружающие, что вы человек слова, на вас можно положиться. Причем вот есть что-то в вашем то ли облике, то ли в вашей энергетике, в характере, вот, ну, в вашем поведении, я даже не знаю, вот у каждого это по-разному проиграется, что вселяет окружающим вот какую-то такую безумную надежность. Ну, то есть вы сами излучаете такую безумную надежность, и люди это чувствуют, что вы человек, за которым не пропадешь. Вы человек, за которым можно просто, знаете, вот спрятаться от дождика, и все. И вы еще и собой и прикроете. Ну, понятно, я немножко утрирую, шучу, но основную мысль вы поняли. У кого-то из вас сейчас спорное такое, может быть, решение. Ну, то есть вы в колебаниях находитесь, может быть, менять работу, не менять, переходить, не переходить, да, вот именно то, что работы, то, что финансов касается, да, вот вы почему-то обдумываете, обмозговываете, но можете не решаться. Причем есть люди в вашем окружении, которые могут наоборот вам говорить, да вот смотри, там, да, вот у тебя может быть перспективы, у тебя классная вакансия там, допустим, рядом. Ты можешь перейти спокойно, но все равно есть какие-то у вас колебания внутренние.
Вы человек, который всегда протянет руку помощи, и это даже не обсуждается. Ну, в принципе, очень много позитивного в вас, и это абсолютно не лесть, это то, что я вижу и то, что я озвучиваю. Вы человек, который постоянно ищет каких-то приключений по жизни. У вас их было предостаточно. Кто-то уже даже присытился этих приключений. Я сейчас не имею в виду именно женщин, нет. Вы человек, который любит, может быть, активный отдых. Может быть, любите, я не знаю, что-то познавать, куда-то мчать, где-то путешествовать. То есть у вас движение – это жизнь, это ваш девиз такой. Поэтому вот на месте сидеть – это не про вас, вам будет скучно, вам нужно постоянно чем-то себя занять, да, и все вокруг должны тоже суетиться вместе с вами. Если играть в какую-то игру, пошли пацаны играть. Если нужно женщину куда-то повезти, быстренько собрали там сумочку, кошелочку, пошли на шашлыки, да. То есть вы такой вот энерджайзер. Ну, давайте-ка смотреть. Ой, чуть не выронила. Кто-то спешит ко мне. Давайте-ка посмотрим, кто же вас любит. Да, интересно же, ребят. Какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад? Но это тоже такая активистка. Она чем-то на вас похожа. Это женщина, которая когда-то на себя собирала, ну, чуть ли не по кусочкам. Почему? Ну, это личная трагедия была, не будем сюда даже влезать. Она, если захочет, вам сама поведает. Это связано с личной жизнью. То есть она пережила очень сильную боль, связанную с мужчиной. Но, тем не менее, она не сломалась. Она не спилась, не сгулялась. Она не упала ниже плинтуса. Двигается подальше, ну, в дальнейшем, да, вот двигается в будущее, двигается навстречу судьбе, наверное, если так можно сказать. У нее много друзей, приятелей. Она, так же, как и вы, в общем-то, человек компанейский. Она веселая, она очень жизнерадостная. Она моложавая, либо моложе своего возраста выглядит, либо просто моложе вас может проиграться. Ну, тоже ревнивица, тоже такая активная. Она очень такая, знаете, очень скрупулезно, старательно ко всему подходит. Может даже проиграться, что каким-то образом связано с медициной. Но опять же, поскольку общий расклад, то не особо привязываемся к профессии, там, к возрасту и так далее. Вы могли с ней пересекаться в компании. Я немножко буду вас интриговать, да, поскольку, опять же, это общие расклады. Мы не можем всех, да, вот привязать, что вот все на дне рождения, либо все там где-то на корпоративе. Ну, такого не бывает. Поэтому где-то вы пересекались. Это женщина, о которой можно мечтать. Вы, в принципе, мечтаете о такой женщине. Вот хорошо бы, если бы у меня такая была. Она тоже вас заприметила, потому что, ну, вы же парень хоть куда, как я сказала в начале расклада. И неважно, да, там животик у вас, у кого-то там, я не знаю, рост может быть не очень высокий, еще какие-то комплексы. На каждый товар есть свой покупатель. Не зря так говорят. Поэтому вы тоже во вкусе этой женщины. Давайте-ка вот ради интереса немножечко так заглянем глазком. Вот вы с ней так хорошо знакомы или нет? Либо же просто в лицо, может быть, знаете, где-то пересекались. Нет, вы с ней однозначно по душам не беседовали. Вы ее пока, может быть, даже особо не разглядели. И знаете, для себя вы могли ее отметить просто как симпатичную, интересную женщину. Почему? Интересно, а почему, если она такая классная, почему вы ее не отметили? Смотрите, для кого-то может показаться большая разница в возрасте.
Кто-то из вас решил, может быть, какой-то период не вступать в отношения. У кого-то может проиграться, что вы еще не отпустили прошлое. Поэтому я просто по-разному рассказываю, разные ракурсы. Но вот на сегодняшний день вы ее еще не рассматриваете, хотя вы уже неким образом где-то вот в компании, в людном месте вы с ней пересекались. Что еще нам нужно знать об этой ситуации, об этой женщине и вообще об отношениях? Она сама начнет проявлять к вам активность, да, вот делать какой-то первый шаг. Причем сначала он будет очень робкий. Это может быть банальное там «привет, пока», да, ну опять же, смотря где вы с ней общаетесь. Это может быть какая-то безобидная такая пятиминутка, да, постояли о том, о сём, о погоде поговорили. Ну, то есть, чтобы вы понимали, эта женщина сама сделает шаг в вашу сторону, потому что, опять же, вот ее переполняет к вам симпатия. Она понимает, что вы как мужчина ее привлекаете. Она понимает, что если вы не будете двигаться, да, в ее направлении, то придется брать инициативу в свои руки. Поэтому вот она так потихонечку, конечно же, и хочется, чтобы вы сделали шаг вперед. Но пока вы, кто-то робеет, кто-то не хочет, да, кто-то вот дружит с бутылочкой, потому что хреново на душе, да, а здесь какая-то влюбленная дама. Ну, непорядок, да? Поэтому у каждого своя причина, мы никого не осуждаем, ничего не будем никого советовать, да, вы сами взрослые парни, сами разберетесь. Но чтобы знали, вот она первая начнет, но это даже не охота, да, это будет такое банальное сначала, может быть, дружеское общение. Она настолько вот умеет тонко находить общий язык к людям, вы поначалу даже не поймете, что она в вас очень сильно заинтересована, что она влюблена в вас. Кто-то из вас, те, кто вот в таких вот грустных энергиях находятся, могут и дальше продолжать грустить. Да, иногда будете общаться и дальше там грустить, либо же особо оставок не делать. Но эта дама из тех, которые не остановятся, и она все-таки будет продолжать в какой-то период делать шаги в вашу сторону. Да, ее может пугать ваша некая холодность, то, что вы, может быть, особо не отвечаете на ее какие-то такие поползновения, да. Она может огорчаться, но это первый период. Она может расстраиваться, она может думать, что она вам не интересна. Но, тем не менее, все-таки вот она дождется, когда вы как будто увидите ее вот как женщину, вы взглянете, как будто под другим ракурсом. Может быть, вы ее увидите, я не знаю, там, в новом красивом платье, и вот она именно ёкнет у вас душа, как на женщину ёкнет, да, а не как на какую-то подружку. Поэтому озарение, прозрение будет у вас не сразу, чтобы вы понимали. То есть у вас уже тайная поклонница, в общем-то, есть. Что же из этого может получиться? Будете переписываться. Сначала будете, ну, действительно, это будет такая дружеская переписка, созвоны, могут быть прогулки, да, вот сначала вот дружески, сначала из расклада в расклад у нас переходит осторожность, да, сначала мы присматриваемся, а потом уже будем сватов засылать, да. Все поменяется, когда вы окажетесь вдвоем. Это может быть, я не знаю, какое-то кафе, ресторан, да, но там, где, опять же, там, где вы останетесь вдвоем, это теплая такая атмосфера, но это не дома, это не на природе, это скорее, ну, какая-то кафешка, ну, что-то такое, где вы пообщаетесь с ней уже более тесно, более близко, где вы сможете открыть друг другу душу, где вы сможете еще лучше присмотреться к друг другу. Вот это свидание, оно перевернет ваш внутренний мир и очень сильно перевернет.
Даже те, которые думали, да, что там она, да не хочу, да не буду, да, может быть, там слишком молоденькая для кого-то покажется, для кого-то еще там какие-то отмазки будут. Но вот именно когда вы с ней посидите, грубо говоря, там, ну, за чашечкой чая, да, может быть, кто зачем захочет, за теми посидит. Но поменяется очень сильно ваше мнение о ней. Что будет дальше? А дальше вы испугаетесь, что вы начинаете все больше интересоваться этой дамой. Здесь такая, конечно, история, ребят. Я уже даже не знаю, какие слова подбирать. Те из вас, кто начнут понимать, что вы точно так же влюбляетесь, как она, вы на какой-то период отдалитесь. Это защитная реакция. Но это просто чисто психологически я даже объясняю, что мужчина порой бывает отдаляется. Да? Ну, вы это все знаете прекрасно. Отдалитесь для того, чтобы ее проверить, ее реакцию, да, вот на ваше отдаление, и для того, чтобы обмозговать, обдумать, что делать дальше. Вы начнете прозревать, вы прекрасно вот за время вот такого небольшого общения с ней, да, вот в кафешкам, понятно, что не один раз вы сходите в это кафе, вы поймете, что и она в вас очень сильно заинтересована, и вас к ней тянет, и это вас испугает. Поэтому вы и отдалитесь, потому что нужно взвесить все за и против. У каждого свои мотивы, свои страхи, свои комплексы. Особенно у тех, у кого не очень хорошо сейчас с финансами, а вы поймете, что как бы на женщину нужны хоть какие-то деньги, да, хотя бы банально там дальше ходить в кафе, рестораны, там цветочки какие-то подарить, еще что-то. То есть вы начнете чуть ли еще не комплексовать. Это вас тоже может обеспокоить очень сильно. Но я не думаю, что вы откажетесь от этой женщины из-за того, что у вас проблемы с финансами. Вы все-таки рискнете, потому что увидите ее душу вот именно при каких-то таких интимных посиделках, да, вот я имею в виду при интимных таких разговорах. Что-то вы в ней такое увидите, чего вы не видели раньше в других женщинах. Может быть, особая забота, может быть, тепло какое-то, такая женственность какая-то. У каждого свои интересы. И вы решите во что бы то ни стало попробовать все-таки тоже с ней отношения. Поэтому, мои хорошие мальчишки, не переживайте, у кого сейчас проблемы, у кого сейчас, может быть, не очень хорошее настроение, и вы скажете, мне не до личной жизни и так далее. Вот поверьте, иногда бывают в жизни чудеса, и те люди, которых нам посылают высшие силы, Вселенная, они и будут таблетками от одиночества, таблетками от каких-то проблем, потому что вдвоем и проблемы проще решать, да? Когда есть какая-то поддержка дома, когда ты знаешь, что тебя выслушают, поймут, утешат, да, чем-то помогут, может быть. Тебе уже и проблемы так не страшны, правда? Ты готов сворачивать те самые горы, потому что знаешь, у тебя есть надежный тыл. Поэтому, мои дорогие мальчишки, все у вас получится. Потихонечку, полигонечку будете с этой женщиной сближаться. Как бы вас не одолевали страхи, сомнения, опасения, будете вы вместе с этой дамой, которая так этого уже желает. Осталось немножечко подождать. А женщина, которая уже в вас влюблена, она уже рядом. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!